Да-да, в этом видео я покажу, как я чуть не умер в Соединенных Штатах. Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже, скорее это волк или кабан. Всем привет, вы на канале Шурик в Америке. И в этом видео я расскажу реальную историю. Как многие из вас знают, меня уволили с прошлой работы из-за ютуба. И мне пришлось искать новую. Я ее быстро нашел, и вы сейчас поймете почему. Поехали. Работу я искал на Google карте, просто написал Moving Company. Мне показало все ближайшие работы, и дальше я узнал их номера телефона. После чего я всем написал сообщение, что ищу работу. Знаю английский, у меня есть опыт, и продублировал свой номер телефона. Нашел их сайты и сделал то же самое на почту. Мне практически сразу ответил один человек. Он хозяин мувинговой компании в соседнем городе. Туда ехать 30 минут на машине или 2 часа на автобусах с пересадками. И я решил, что это лучше, чем ничего. Договорился о встрече и приехал туда на следующий день. Все оказалось нормально, обычное мини-собеседование, пару вопросов о моем опыте, где я работал и почему я оттуда ушел. Я, конечно же, не сказал, что меня уволили из-за YouTube-канала. Объяснил это тем, что у прошлого работодателя мало сейчас заказов. Он мне сказал, что завтра я могу работать, если я уже, конечно, готов. И я согласился. И теперь начинается самое интересное. Быть на месте мне нужно было в 8 утра, в том же месте, где и собеседование. Я приехал как положено, но все было закрыто. Я набрал его, но никто не брал телефон. Через 15 минут мне пришло сообщение, что «sorry» на 9 часов утра. Думаю, ну окей, бывает. К 9 часам подошел человек африканской внешности, не особо приветливый, и спросил меня: «Ты водитель?» Я ответил, что нет, я помощник. По крайней мере, мне так сказали вчера. Водить машину я могу, но у меня права канадские, и я не знаю, могу ли я по ним работать. Он меня спросил, что мы будем делать, и объяснил, что вести машину он не сможет, так как он уже выпил. И спросил меня, пью ли я. Я ответил, что нет, после чего он нашел где-то свою бутылку на складе и выпил 3 рюмки в течение 2 минут. Он сказал, сегодня холодно и нужно согреться. Время шло, а он просто разговаривал, смотрел видео и смеялся. Когда я его спросил, какой план, мы будем сегодня работать или нет, он ответил, что да, не переживай, через полчаса будет водитель. И сегодня мы будем работать втроем. Через 40 минут я увидел водителя, точнее унюхал, так как услышал сильный запах травы, подошел к выходу и увидел мальчика африканской внешности, который в быстром темпе скурил целый косяк. Он тоже был не особо приветливый, и вид у него был уставший. И теперь начинается самое интересное. После того, как они еще курили и пили кофе около 20 минут, мы начали ехать. На самом первом перекрестке, буквально 50 метров от склада, он поехал под кирпич на улицу с односторонним встречным движением. Встречные машины остановились и начали нам сигналить. Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже, скорее это волк или кабан. Он сильно начал переживать, и это было видно так, как у него тряслись руки. Форман, это тот, что уже был пьяный, максимально спокойно вышел из машины, и когда тот сдавал назад, перекрыл движение на перекрестке и показывал всем стоять. С большим трудом мы развернулись на перекрестке, и я сразу понял, что водитель у нас так себе. Но на этом приключения, конечно же, не закончились. Он на радостях разогнался и не заметил, что на следующем перекрестке был красный, и почти врезался в жопу стоячей машины. Но, слава богу, успел резко затормозить, так как алкаш Форман начал кричать «красный». Я сидел спереди на пластмассовой табуретке, так как на нормальных сиденьях сидели они. А спереди было всего 2 нормальных места. Я чуть не улетел в окно. Но это было только начало. Дальше водитель начал настраивать навигатор. Я показал ему адрес. Адрес у меня был, потому что шеф мне его прислал утром в сообщение. И мы поехали, как оказалось, в Нью-Йорк. Дальше навигатор сел, я ему дал свой телефон, и он вписал туда адрес. Телефон у меня уже разряжался. Когда мы ехали, он пропускал примерно 50% поворотов по навигатору и ехал просто прямо. В Нью-Йорк мы ехали где-то 1 час 15 минут, хотя можно было туда доехать за полчаса. До того места, где мы оказались, когда позвонил клиент Форману, и он понял, что загрузка в Нью-Джерси, в 10 минутах от нашего склада, где мы были. И мы начали ехать назад. Пока мы ехали назад, Форман пил сироп от кашля вместе с Редбулом и доливал туда немного виски с маленькой бутылки. Водитель вообще не чувствовал машину, часто выезжал немного навстречку или на обочину. Когда перестраивался, не видел машины в зеркала, и ему все сигналили. Это был кошмар.
Все это время я был в шоке, думал, что когда мы приедем в Нью-Джерси на заказ, я заберу свои вещи и поеду домой. Потому что в такой фирме я работать не хочу и нет смысла тянуть время. Потом по стандартной схеме мы раза 3 почти въехали в жопу, когда был красный сигнал светофора, но было уже не так опасно, как первый раз рядом со складом. Наконец мы приехали на заказ, но ошиблись домом и пару раз проехали по кругу. Не могли припарковаться, но я решил остаться, потому что оказалось, там нужно загрузить только 20 обычных сумок. И я решил, что это будет хороший для вас контент. В итоге мы загрузили все за 10 минут, прыгнули в машину и поехали на заправку. Форман там еще немного выпил своей бодяги, а водитель скурил еще один целый косяк в 5 метрах от бензоколонки. Потом оказалось, что нужно платить, а денег у них не оказалось. Они спросили, есть ли у меня $100, и сказали, что шеф все вернет. Я уже был не особо добрый и ответил, что я им ничего давать не собираюсь. Мы стояли там еще минут 20, пока наконец шеф не прислал одному из них быстрым переводом деньги. И мы поехали в Нью-Йорк. Я уже подумал, что скорее всего выйду в Нью-Йорке и поеду домой сам, так как это будет точно безопасней и быстрее. Мы ехали где-то 40 минут, пока я не заметил, что навигатор показывает до конечной точки 6 часов. Я сказал об этом Форману, он сказал, ну да, многовато. И дальше просто молчал и смотрел в окно. Водителю эта информация вообще не была интересна. Я понял, что если им не помогу доехать, сами они точно не справятся. Сейчас я вам покажу фотографию с навигатора. Я просто в шоке, как водитель настроил маршрут. Я даже не представляю, как это можно сделать. Поставьте на паузу и посмотрите просто, где мы и где точка финиша. Это дурдом. Короче, мы ехали вообще в другую сторону. И теперь нам до Нью-Йорка 1,5 часа. Но всем было без разницы. Слава богу, что это была межштатная дорога, и там нужно было ехать почти по прямой. Водитель смотрел на свой старый навигатор и начинал сворачивать не туда, пока я не выключил его телефон и не оставил только свой. Пару раз, пока мы ехали, он при смещении в другую полосу чуть не цеплял другие машины. Но я даже немного успокоился. Думал, что выгрузим скоро сумки в Нью-Йорке и все закончится. И также мы ехали по прямой дороге, то есть вероятность того, что мы попадем в аварию, была небольшая. Ну а теперь самое интересное. Когда мы заехали в Нью-Йорк, этот идиот не увидел знак ограничения по высоте под Бруклинским мостом. И мы почти зацепили строение моста. Я забрал свои вещи из машины и начал снимать. Думаю, если мост упадет, вот это хайпану. И там высота моста была немного выше, чем в начале, и он каким-то чудом проехал по встречке. И мы доехали на выгрузку. Приехав туда, Форман уже был сильно пьяный и говорил невнятно. Клиент его постоянно переспрашивал и не понимал, что он говорит. Но мы справились. И представьте себе, нам оставили $60 на чай. Я просто в шоке. Назад я уже поехал, конечно, сам. Мне не заплатили в тот день, так как у них не было денег, а шеф платит раз в неделю по пятницам. И самое интересное, опять же, я хотел сказать шефу о таком веселом дне и вообще, что творится в его компании. Но, как оказалось, алкаш Форман – это его отец. И это их семейный бизнес. Мораль сей басни такова. Если вы приходите на работу и вам реально что-то не нравится, лучше просто идите домой. Я там остался, и я вам смог показать эту историю. Надеюсь, вам понравилось. Также, ребята, хочу вас попросить, под последним моим видео, там, где я работал в Uber Eats, нужно набрать 1000 лайков. И я вам покажу, как я работаю 12 часов в Нью-Йорке на электровелосипеде в Uber Eats. Всем спасибо, до встречи в Америке.